что вы типа надеваете там плохую камеру, у вас там модель такая сразу. Объектив вас заставит как бы больше творить. Да будет ли доволен ваш клиент, ему вообще пофиг. Хотя, конечно, кому она сейчас нужна, эта четкость? Мне кажется, это такая фигня. Привет, ребят! Меня зовут Владимир Белоусов, и я профессиональный фотограф. Я работаю 14 лет, фотографирую знаменитостей, политиков, бизнесменов, рекламные проекты и большие всякие классные съемки. Сегодня я расскажу тебе 5 причин, зачем тебе нужен 35-миллиметровый объектив. Вот такой. Погнали! Ну что, ребятки, первый пункт – это прекрасная перспектива и отличное, удобное, универсальное фокусное расстояние. Суть в чем? 35 мм – это как раз-таки такое фокусное расстояние, которое вы можете сфотографировать и портрет в рост человека, и он будет достаточно как бы широким, угол обзора объектива, да, чтобы человек влез в рост, и вам не пришлось далеко от него уходить. И при этом этот объектив достаточно хорошо показывает перспективу, естественно, без больших, сильных геометрических искажений. Поэтому вы сможете сфотографировать портрет. Это очень удобно. То есть получается у вас такой универсальный объектив, который и как бы людей сфоткает, в общем, как бы там несколько человек, например, если вы фотографируете какой-то там вот общий кадр, и портрет. Он умножается на кроп-фактор, собственно говоря, он там 1,6, будет 50 примерно. Это хорошее портретное расстояние уже как для портретника. Получается, покупая этот объектив, вы получаете либо 35-ку на фуллфрейме, либо полтинник на кропе, что просто супер удобно, потому что и полтинник тоже очень популярный и классный объектив, но более портретный. То есть, как бы поменяв новую камеру и, допустим, купив себе уже фуллфрейм, у вас будет тоже объектив, собственно говоря, в использовании, никуда он не денется. 35-ка это типа похоже, как будто вы находитесь достаточно близко перед человеком, перед его лицом. Вот. Это прикольно, и это классно смотрится в какой-то жанровой фотографии, там, в фэшн. То есть вы видите объект более живым, каким-то более настоящим, потому что мозг видит пропорции, он такой, я типа понимаю, насколько этот человек большой. Или как, это так у нас работает. А, собственно говоря, когда снимаете с длинным фокусом, получается, что он такой плотное, и из-за этого оно все сдавливается. Не настолько прикольно. Да, чище смотрится, но не так живенько. Вот, это первое такое очень важное преимущество. Второе большое преимущество этого чудесного объектива в том, что у него очень классная светосила. Вообще, в принципе, у многих фиксов, да у большинства, у любого практически фикса есть отличная светосила у современных. Что это вам дает? Это вам дает как раз-таки всеми любимое и прекрасное размытие фона. Но это красиво, потому что у вас отверстие побольше, света проникает много, и фон размывается классно. И еще, конечно, вообще, в принципе, наличие света большая важная штука для любого фотоаппарата, особенно для начинающих фотографов, потому что когда у вас камера, допустим, какая-то не супер дорогая, у вас матрица, она нормальная в общих чертах, но она, допустим, проигрывает по чувствительности по сравнению с более профессиональными матрицами. Это одна из таких историй. Даже, допустим, если взять там мобильный телефон, он, днем на солнце вы не увидите большой разницы, да, допустим, на какую-то вот фотографии, а вечером очень сильно сразу падает качество. Почему? Потому что матрица, она фокус создает и света, и, соответственно, когда света мало, это все очень плохо. Поэтому такие объективы, их большое преимущество фиксов, а в частности 35-ки, что у него диафрагма 1,8. А еще плюс, здесь есть стабилизатор внутренний. Чувствуете? Слышите? Стабилизатор оптический – это такая линза, которая плавает вот так вот. И когда вы дергаетесь, она так вот джик-джик-джик-джик-джик ходит. И это позволяет вам, во-первых, выдержку увеличивать, то есть у вас дрожание ваших рук меньше смазывает фотографию. А еще, если вы видосики снимаете с рук, она вот без дрожания будет. Это прикольная история. Третье преимущество в том, что он достаточно легкий. На самом-то деле, я не буду его подкидывать, это я такой ловкий. Жонглер. Он легче, чем всякие зум-объективы многие, и достаточно компактный. Конечно, вот эта 35-ка RF, вот конкретно у меня в руках, она не самая маленькая, есть более мелкие объективы, но все равно он достаточно легкий, вот, и он удобный. То есть у него там как бы не какой-то супер здоровый. Это большое преимущество фикс-объективов, и, кстати,
И есть объективчики вообще супер маленькие фиксы. Вот есть прям такие малышки-малышки. Итак, ребятки, 4-й пункт. Суть в том, что одно из важных преимуществ 35-ки и вообще всех фикс-объективов в том, что они более качественные, чем зум-объективы. Оптическая схема, то есть это, грубо говоря, как расположить линзы, чтобы они вам как бы свет собирали, да, более простая в фикс-объективах, потому что там нету вот этого вот зума, грубо говоря. Потому что зум — это всегда потеря света, это потеря качества, потому что нужно все это сложно рассчитать. А стекло не идеальное, и тра-та-та, ну это скучно. Короче, беда. Вот. И в этом плане фиксы классные, что они за небольшие деньги дают максимальное качество. И это, кстати, одна из причин, почему киношку, все крутые там кинофильмы, вообще все, что вы любите, смотрите, оно все практически всегда снимается на фиксы. То есть в кино такой чемодан, у них там объективы, они стоят там по кучу миллионов, просто потому что они идеальные. Это, знаете, такой святой грааль идеального изображения. И в частности, вот этот объектив, он дает хорошую картинку даже на открытой диафрагме, очень хорошую, потому что он рассчитан хорошо, это современный объектив, они смогли это сделать. Многие зумы, допустим, когда вы берете, у них на открытой диафрагме, ну, типа, качество будет хуже. Ну, там имеется в виду четкость, там что-то такое. Хотя, конечно, кому сейчас нужна эта четкость? Мне кажется, это такая фигня. Многие люди говорят о резкости. Вот тут резко, тут не резко. Этот объектив мылит. Это очень там вот частое слово такое мылит. Но вообще по факту, знаете, почему об этом говорят? Потому что об этом легко говорить. Это вот, знаете, резко, не резко. Ура, мы победили, мы увидели резкость. Но как бы это просто локальный контраст. То есть типа то, насколько у вас там микро какая-то контрастность. Но фактически от того, насколько красивый человек в кадре, или там понравится эта фотография девушке, для которой, допустим, вы ее делаете, или там парню, неважно, да будет ли доволен ваш клиент, ему вообще пофиг. Потому что главное это то, насколько человек красивый. И как раз-таки на красоту влияет там фокусное расстояние, ваше умение ставить кадр, общаться с человеком. А резкость это вообще прям, ну, последнее. Тем более, что сейчас, честно говоря, камеры такие классные. Сейчас есть вот эти инструменты повышения резкости, когда вы размытую фотку, там она жук и становится четкой, там Photoshop, все дела. Поэтому резкость мы оставим. Пусть она будет где-то в прошлом. Вот. Но фиксы резкие, 35-ка резкая, и даже на открытой диафрагме, когда вы хотите максимально размыть фон, она будет у вас четкой, прям кайфовой. И есть еще очень классный 5-й пункт, к которому мы наконец-то подошли. Короче, есть такая тема у фотографов и вообще у многих людей. Они считают, что вот когда вы снимаете на объектив с фиксированным фокусным расстоянием, он у вас без зума, и вас это заставляет ходить ножками, вот больше думаете, какой вот кадр сделать. Мне не очень близка идея ограничения ради ограничения. История в том, что когда у вас есть объектив, который вам говорит, ну, я всего лишь 35-ка, да, у меня ограниченное фокусное расстояние, ну, как бы зума, то есть у вас нету, но при этом он вам дает огромную светосилу, то есть 1.8 это очень много света, и вы достаточно там вечером, либо там при плохом освещении можете фотографировать, не сильно завышая ISO, что супер важно для недорогих камер, потому что, ну, сами знаете, недорогие камеры плохи не тем, что они плохо фоткают, что вы, типа, надеваете там плохую камеру, у вас там модель такая сразу скукоживается, все скукоживается. Нет. Проблема в том, что она как бы чуть какие-то более сложные условия, она их не может отработать. Не может быстро фоткать, не может там сильно там восстанавливать что-то, там блики, света, если вы ошиблись. Это плюс как раз-таки профкамер. Но как раз-таки возвращаясь к этой концепции, что объектив вас заставит как бы больше творить, я бы, знаете, как это сказал, что 35-ка, она вам поможет больше заниматься творчеством, то есть сфокусироваться на творчестве. С одной стороны, да, как вы лишаетесь, допустим, удобств, но у вас, когда их нету, вы начинаете фокусироваться на чем-то другом. И вы просто уже знаете, что да, у меня нет зума, я, наверное, буду как бы вот смотреть, как я могу там подойти к модели. То есть это развивает внутреннюю способность представлять изображение. Вот он просто вот без зума. Я вот такой вот. Вы как будто в голове представляете это все, свыкаетесь с ним и начинаете мыслить в рамках 35-ки. Именно такие объективы позволят вам развиваться творчески за счет того, что они предлагают вам комфорт, они предлагают удобство, что вы, ну, такую, знаете, фотобезопасность, когда вы знаете, что у вас объектив четкий, резкий, быстрый, светосильный, и он вам даст вот то, что нужно. И вы не выбираете, как, знаете, я приходишь в заведение и думаю, что я хочу: салат, десерт, рыбу, мясо, шашлык, все подряд, бургер, суши. А вам говорят, у нас тут суши, но просто очень хорошие суши. И вы такие, о, окей, так же здесь. То есть 35-ка это как хорошие суши. Ну, типа, это не бургер, конечно, и может быть не хороший стейк, но хорошие суши. Почему бы и нет?
Так что вот, ребятки, что вам хочу сказать. На самом-то деле, хочу вам сказать, котятки, спасибо большое, что вы посмотрели мой ролик. Поставьте сердечко, вот, напишите, подпишитесь на меня, пожалуйста, поставьте колокольчик, он будет звенеть, когда будут выходить классные ролики, вот, и напишите мне, пожалуйста, комментарий, скажите: Володь, ты молодец. И мне будет приятно. Нет, ну, короче, напишите, что вам интересно узнать. У меня есть куча техники, куча всяких штук, я вам всем буду рассказывать. И еще, кстати, можете зайти на мой сайт, посмотреть, какой фотограф, как я фотографирую. И если вам интересно, у меня есть индивидуальное обучение фотографии, ретуши, освещению. И главное, помните, что как бы вам не было страшно, как бы вам не казалось, что у вас нету дорогого объектива, дешевого объектива, все плохо, жизнь боль, просто поверьте в то, что у вас уже есть что-то такое, что вы можете рассказать и поделиться с этим миром. Поэтому верьте в себя. Попытки